самый твой сложный кейс, связанный с открытием счета? Теперь сценарий поменяется, да? Теперь нужно найти варианты получения резидентства, открытия счета, завода туда средств и уже потом приобретения недвижимости. Практически 100%. Кейсом, если только в Интерпол на него не заявят, да. И он, в отличие от других банков, на 60% принадлежит государству и уже 40% частным лицам. Полина, привет. Сегодня на моем канале замечательная, красивая и выразительная девушка Полина Диканская, которая одновременно является еще и специалистом по вопросам резидентства в Арабских Эмиратах. Сегодня здесь, в этой студии, с Полиной мы рассмотрим тему, связанную с открытием банковских счетов и преимуществ, которые дает резиденту, владельцу счета в Арабских Эмиратах, банковские счета. Почему мы говорим про банковские счета отдельно? Потому что это один из атрибутов, которые получает резидент в Арабских Эмиратах наряду с медицинской страховкой, возможностью получать образование для себя и для детей. Но финансовый блок имеет особое важное значение, потому что сегодня в многих странах существует вот такой вот железный занавес, назовем его так. Финансовые потоки ограничены, перемещение между странами денег затруднено, и многие финансовые инструменты внутри страны недоступны. Соответственно, сегодня мы поговорим не только про открытие банковских счетов, но и про финансовую систему Арабских Эмиратов и что она дает для владельцев этого счета, к каким продуктам имеет доступ владелец этого счета, владелец банковского счета. И сегодня Полина нам в этом поможет. Мы в вопросе-ответе, в таком диалоге рассмотрим несколько базовых пунктов. Еще раз привет, Полина. Прошу прощения за долгое превью. Привет. Благодарю за приглашение. Привет. И хочется сказать сразу, что сегодня как никогда важно все-таки иметь счет, банковский счет в Эмиратах ввиду последних нововведений, ограничений наличных транзакций, да, в сфере real estate и также нововведениями ограничением в криптовалюте, что является на сегодняшний день уже нелегальным, да, в Эмиратах. Поэтому сегодня как никогда важно иметь банковский счет и свободно им распоряжаться. Окей, про криптовалюту мы с тобой отдельно поговорим в рамках этого ролика. Это очень интересная тема. Я думаю, что многим будет также полезно. Итак, давай пройдем по нашему с тобой плану. Мы с тобой хорошо подготовились. Тема сложная, объемная. Первый мой вопрос. Можешь в двух словах рассказать о том, какие существуют банки в Арабских Эмиратах? Международные, локальные, в двух словах. На сегодняшний день в Эмиратах представлено 52 банка. Часть из них местные банки, большинство, да, и часть это представительства международных банков. Я бы рекомендовала открывать счет в первую очередь в местном банке и уже как второй дополнительный счет в международном банке. Какие самые популярные местные банки? Местные банки, я думаю, ни для кого не секрет, что самый популярный это Emirates NBD банк. У него самая большая доля на рынке, это 35% на сегодняшний день, и он, в отличие от других банков, на 60% принадлежит государству и уже 40% частным лицам. Поэтому это самый, скажем так, крупный, самый надежный банк в Эмиратах. Да. Окей, хорошо. Еще есть First Abu Dhabi банк, да? У меня вот карточка его. Какие еще банки? Да, также у нас есть First Abu Dhabi Bank, ADCB, Abu Dhabi Commercial Bank, Dubai Islamic Bank, Emirates Islamic Bank. То есть это огромный выбор, и все они хороши, у всех банков очень развито мобильные приложения, все возможности. Но если мы говорим о самых крупных, то да, это Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank и ADCB. Я тебе скажу честно, что приложение в First Abu Dhabi Bank это просто дно, прошу прощения, по сравнению с... Я одновременно пользуюсь Тиньковым, продолжаю, у меня много еще транзакций в рублях, продолжается пассивов и так далее. И это просто небо и земля. Поэтому я не удивлен, что, поправь меня, если я не прав, что FAB, First Abu Dhabi Bank, да, он приобрел группу разработчиков из Тинькова и создал суббренд, который называется теперь Банк Vivo. Да? Электронный банк без представительств, без отделений и так далее, которые, соответственно, у которого приложение уже намного более функционально. Да, верно. Можешь нам рассказать, почему в общих чертах лучше открывать счет в местном банке, а не международном с представительством в Арабских Эмиратах?
Конечно, если мы говорим о личном счете, да, мы всегда ищем защищенности, чтобы наши средства были защищены, и если, не дай бог, случается крах рынка в мире, либо в Эмиратах, не дай бог, да, в первую очередь Центральный банк Эмиратов будет спонсировать и защищать местные банки. Да? То есть это самая основная причина. Если мы говорим о международных банках, почему люди некоторые планируют, да, открывать, допустим, счет в HSBC, Citibank, либо Standard Chartered, да, международные представительства здесь, потому что они хотят обслуживаться, путешествуя по всему миру в отделениях этих банков, допустим, в Лондоне, да, но можно также обслуживаться, если мы говорим уже об Emirates NBD, да, у них тоже есть представительства в Лондоне, в Сингапуре, в Гонконге. Ну, наверное, не в таком количестве, да. Хорошо, окей. Окей, Полина, идем дальше. И давай перейдем, наверное, к одной из самых важных тем, из-за которых мы сегодня собрались. Это последовательность необходимых действий для открытия банковского счета в Эмиратах. Расскажи нам в общих чертах от А до Я, что необходимо сделать, с чего начать и чем закончить, для того, чтобы мы и наши зрители были лучше подкованы. Кстати, если вам необходим подробный чек-лист и последовательность действий для того, чтобы получить банковский счет в Объединенных Арабских Эмиратах, пишите мне в личные сообщения, и я вам вышлю этот документ. Давай в двух словах. От А до Я. Раз, два, три. Что требуется от резидента и нерезидента? Для того, чтобы открыть счет в Эмиратах, для резидента нужно, во-первых, предоставить свою визу Emirates ID, то есть подтверждение вашего резидентства, также подтверждение адреса проживания в Эмиратах, это обязательно, это будет либо право собственности на недвижимость, либо договор аренды и коммунальные счета. И уже в зависимости от типа визы, либо это трудоустройство, либо это инвесторская виза, потребуется ряд следующих документов подтверждения источников доходов. Для того, чтобы открыть счет для нерезидента Эмиратов, здесь есть только два пути. Либо если человек владеет бизнесом в Эмиратах, либо недвижимостью. И тогда нужно будет показать источник дохода в стране проживания. Да, допустим, человек живет в Испании, и он приобрел недвижимость здесь. Для того, чтобы открыть счет, нужно показать коммунальные счета из той страны, где он проживает. Также предоставить подтверждение источников доходов, как он сформировал свой капитал, чтобы приобрести здесь недвижимость. То есть это основные позиции, и если банку все четко, ясно, понятно, да, как человек сформировал свой капитал, трудностей никаких не возникнет. Если же мы говорим о выписках, где оборот, грубо говоря, за последние полгода, потому что в основном банк требует выписку за последние полгода, да, по личным счетам. Если там оборот, допустим, не знаю, 20 тысяч евро, да, человек приобрел недвижимость за 1 000 000 евро, здесь уже возникают вопросы, откуда, да, пришли деньги. Часто такая история происходит, когда недвижимость оформляется на имя жены, да, и когда недвижимость оформляется на имя жены, но оплачено это было с счета супруга, в этом случае мы покажем источник дохода супруга, и банк удовлетворит такие документы. Да, у меня такой был кейс. Хорошо, замечательно. Сколько это займет по времени приблизительно? Ну, мы будем говорить о стандартных кейсах. И сколько это приблизительно стоит? Соответственно, какие есть пути получения, используя помощь друга, как говорится, да, или делать это самостоятельно, пару вариантов, да, развития событий. По времени, если честно тебе сказать, это может занять от 1 дня до 1 месяца. Да, если мы в среднем говорим, все зависит, есть ряд показателей, на которые нужно смотреть, чтобы предугадать, да, сколько это времени займет. В первую очередь мы смотрим на национальность. Является ли человек из стран, которые являются санкционными, либо, как в Эмиратах, это позиционируется high-risk nationality. Да? Второй момент, мы смотрим, какой тип визы. Если это трудоустройство в Эмиратах, то это очень легкий кейс, потому что происхождение средств, источник дохода в Эмиратах у человека — это зарплата, по сути. Если это инвестор, то банк уже будет чуть глубже копать, смотреть на ведение бизнеса, на выписки из счета. Соответственно, это займет больше времени. Поэтому я бы сказала, от 1 дня у меня были кейсы, вот, допустим, даже в четверг мы пошли с клиентом в банк, в пятницу утром у нас уже был открыт счет, не резидентский. Не резидентский. Не резидентский. А можешь подсветить несколько национальностей, которые попадают в список high-risk? High-risk, да, конечно, если мы говорим на сегодняшний день, это Россия, это клиенты из России, клиенты из Ирана, Ирака, Сирия, Египет.
но это не означает то, что им закрыто. Абсолютно нет, абсолютно нет. Мы открываем клиентам из России как счета, как резидентские, так и нерезидентские. И, опять же, все зависит от происхождения средств. Да? Если банку, опять же, все понятно, все четко, никаких трудностей не возникает. Но важно заметить то, что если человек трудоустроен, допустим, да, в России, мы показываем зарплатный сертификат, да, письмо от компании, подтверждающее его трудоустройство. В России. Да, верно. Если выписка из личного счета отражает ежемесячное поступление зарплаты, она достаточно высокая, она соответствует тому объему, да, средств, которые были, допустим, инвестированы здесь в Эмиратах, никаких сложностей не возникает, мы открываем нерезидентские счета даже клиентам из России. О, здорово. Слушай, вот хороший вопрос. У меня есть подобный кейс от клиента-владельца бизнеса, соответственно, тоже в одной из стран высокого риска. Он не резидент. Есть ли у него возможность открыть показать эти доходы официальные в своей компании для того, чтобы открыть визу нерезидента? Да, конечно, мы можем также открыть счет нерезидента, если у него есть бизнес в своей стране, но, опять же, нужно помнить, если мы говорим о странах высокого риска, то в первую очередь желательно показать выписку из счета, личного и счета компании несанкционного банка. Несанкционного. То есть это как в первую очередь. Понятно, что у многих... если это в российский Сбербанк будет какой-то, скорее всего... Мы ее показываем. Другого пути у нас нет, потому что если самые большие обороты компании проходят по этой выписке, мы ее покажем. Но все же как основную выписку мы предоставляем, допустим, Райфайзенбанк. Да, если есть у компании, это большой плюс. И уже как второстепенную пойдет Сбербанк выписка. Окей. Есть ли у тебя список по банкам санкционным и несанкционным, которые работают на территории high-risk стран? Такой список есть, я обязательно с тобой им поделюсь, но я думаю, он постоянно обновляется, поэтому нужно держать руку на пульсе, да, мы постоянно с банкирами советуемся, да, какой, если у нас есть кейс с 3 банками, какой предоставить в первую очередь. Они нам уже подсказывают на сегодняшний день, какая ситуация внутри банка, политика, потому что это очень все меняется каждый день, каждую неделю. Окей, здорово. Ну, вы знаете, что надо будет мне написать для того, чтобы... получить этот список. Кстати, здорово. Я, честно говоря, об этом не знал раньше. Вот, как говорится, век живи, век учись. Окей, следующий топик нашей дискуссии. Я так вам буду немножко модерировать. Несколько месяцев назад на просторах интернета появилось несколько новостей, не только в желтой прессе, но и достаточно в авторитетных изданиях. Топик про закрытие счетов для россиян. Расскажи, пожалуйста, какие основания есть для того, чтобы здесь резиденту или не резиденту, владельцу счета в Арабских Эмиратах этот счет закрыли? Ты знаешь, это моя любимая тема. Я очень люблю, когда выходят какие-то страшные новости, все боятся. Я очень люблю развеивать эти страхи. Okay. В первую очередь, да, закрытие счета имеет место быть, но это не происходит одним днем. То есть вы не проснетесь и не найдете свой счет закрытый. В первую очередь есть 2 варианта, почему банк может закрыть ваш счет. Первое — это элементарная KYC. Это проверка клиентов, их, скажем так, платежеспособности и статуса на сегодняшний день. Если мы говорим о резидентах, то нужно предоставить резидентскую визу, Emirates ID активные. Такой процесс происходит в банках каждые 2 года. Для национальности высокого риска это каждый год. То есть это стандартная процедура. Банк присылает вам имейл с запросом предоставить на сегодняшний день активную визу, Emirates ID, зарплатный сертификат, выписку счета и, возможно, подтверждение адреса проживания как коммунальные счета. У вас будет примерно месяц на предоставление этих документов, либо неделя, месяц, да, у каждого банка разные процессы. Если вы по каким-либо причинам не предоставляете, то банк имеет право закрыть счет. Это происходит, опять же, не мгновенно, это происходит в течение месяца до 3 месяцев. Что происходит после закрытия счета? Самый распространенный вопрос. Куда деваются деньги? Ваши деньги никто не забирает. Банк выдаст менеджер-чек, с которым вы можете пойти в другой банк, открыть счет и уже внести эти средства. Ну, для этого нужно открыть там счет. Менеджер-чек действует в течение 6 месяцев, поэтому, я думаю, есть достаточно много времени, чтобы открыть новый счет. Постучаться в несколько дверей, окей. Да, верно. И второй вариант, почему ваш счет может быть закрыт, если клиент будет вовлечен в подозрительные транзакции по мнению банка. Что такое подозрительные транзакции? Да? Это в первую очередь сотрудничество, либо получение, отправка средств в санкционные страны, санкционные банки.
Это самая первая причина. Вторая причина — это получение средств за другого человека. Называется third-party payments. Да? Это запрещено в Эмиратах. Допустим, если вот Дмитрий находится где-то за границей и говорит: Полина, тебе сейчас капнет на счет $100 000, ты могла бы их перевести там за меня застройщику. Это не является законом в Эмиратах. Банк имеет право закрыть ваш счет на этом основании, но, опять же, закрытие не происходит молниеносно. Банк вам сначала отправит имейл: прокомментируйте, пожалуйста, эту транзакцию, почему происходит так. Вы объясняете, и были кейсы у наших клиентов, когда банк присылает такой запрос, это также были оплаты для третьих лиц, и человек объяснил, что я не знал, и банк пропустил эту транзакцию, обосновав тем, что и порекомендовав в больше будущем так не поступать, да. То есть здесь работает, да, то есть незнание закона освобождает. Ну, скажем так, надеяться на это не стоит, да, но всегда нужно иметь в виду, что это ваш личный счет, он только для вашего личного пользования, не для ведения бизнеса. Опять же, это очень важный момент, что в Эмиратах мы не имеем права как частное лицо. Допустим, я трудоустроена в компании, у меня на стороне есть бизнес, я открыла, что абсолютно легально, я имею право как трудоустроенный человек иметь свой бизнес в Эмиратах. Но я не имею права вести бизнес на своем личном счету, да, это должен быть отдельный счет компании. Окей. Интересно. Я тоже, кстати, люблю всякие развеивать истории. И сегодня у меня по плану еще тоже одну статейку прокомментировать, по-другому не назовешь статейку. Окей, Полина, следующий вопрос у меня к тебе. Это каким продуктом имеет доступ, финансовым, банковским продуктом имеет доступ владелец счета в Арабских Эмиратах? На сегодняшний день банки в Объединенных Арабских Эмиратах предоставляют широкий спектр финансовых продуктов для пользования, начиная от кредитных карт, ипотек, потребительских кредитов, автокредитов, возможностей инвестиций. То есть можно говорить очень детально о каждом продукте, но я считаю, на сегодняшний день самым популярным продуктом является пользование кредитными картами, потому что в Эмиратах очень широкий спектр возможностей, у них есть партнерство с авиакомпаниями, с разными сетями отелей, и это очень здорово, когда вы используете именно кредитную карту, вам капают бонусы, и если покрывать расходы по кредитной карте в грейс-период, да, в дозволенный период покрытия ваших растрат, это будет абсолютно беспроцентно, да. Я считаю, что это прекрасная возможность. А сколько в среднем, я вот не пользуюсь кредитной картой здесь, какой период вот этот грейс? Этот грейс-период от 3 до 4 недель. Всего 3-4 недели, немного. Здорово про кредит, но хотела бы поговорить все-таки о возможностях получения дохода от открытия счета здесь, в Арабских Эмиратах. И я расскажу свой кейс. Кейс, которым я часто работаю. Мои клиенты, купившие недвижимость несколько лет назад или совсем недавно, купили недвижимость как один из элементов своего портфеля инвестиций. У них есть не только недвижимость, и не только недвижимость в Эмиратах. У них есть разные активы по всему миру и в своей стране. И они ищут новые инструменты для инвестирования, и в частности они рассматривают разные банковские продукты в Арабских Эмиратах. Соответственно, у них, как правило, у многих уже существует здесь счет, соответственно, возникает вопрос о том, есть ли здесь какие-то финансовые продукты, которые позволят вкладчику, то есть владельцу счета, который положил деньги на банковский счет, зарабатывать дополнительные деньги. Расскажи несколько примеров. Я думаю, в этом вопросе стоит отметить два варианта, как человек может расширить свой портфель инвестиций. Это вкладываться в облигации и фонды, в которые в основном банки в Эмиратах вкладываются, и приобретение life insurance. Это очень популярный продукт, который предлагают банки, иногда обязывают некоторых клиентов приобрести. Это очень распространенная история. Банкиры это представляют как повышение гарантии на открытие счета, но стоит помнить о том, что у каждого банкира есть свой таргет, открытие определенного количества кредитных карт, либо инвестиций, привлечения, поэтому они иногда, скажем так, мягко заставляют клиентов вкладываться. Но если мы говорим о людях, которые реально ищут возможности дополнительных доходов, мы можем рассмотреть инвестиции. В этом случае в банке, где у вас открыт счет, вы можете обратиться к инвестиционному консультанту, в специальный отдел, они вам проведут полную презентацию облигаций фондов, которые на сегодняшний день представлены в этом банке. И также очень распространенный продукт Life Insurance. Как это работает? Вот в среднем возьмем пример. Можно подписать такой
можно подписать договор с банком на 10 лет, и в течение 10 лет ежемесячно ты будешь перечислять $1000. 30% от этой суммы будет удерживаться банком, и 70% будет капать на ваш инвестиционный, скажем так, счет, и уже оттуда вы можете распределять эти средства в разные фонды, в разные акции, да. Соответственно, это 2 в 1. И инвестирование, и life insurance. Есть там очень много моментов в зависимости от национальности, от возраста, трудоустроен человек или нет, женат, не женат, есть дети, хронические болезни или нет. Там очень много но это прекрасный продукт, который, опять же, совмещает 2 в 1. И инвестиции, и возможность получения life insurance. Допустим, если по каким-либо причинам вы попали в больницу, не можете работать более 1 месяца, вам из этой суммы, из 30%, которые удерживались банком, банк будет выплачивать ежемесячную как зарплату. Окей. Такой страховой пенсионный депозит. Да, верно. А 70%, опять же, этих средств, они в вашем инвестиционном портфеле, который вы уже распределяете. Вы можете обратиться за советом к инвестиционному консультанту, и он вам представит на сегодняшний день, да, реальную ситуацию на рынке, и уже вы можете принять свое решение, куда вкладываться. Этот инвестиционный советник дается любому вкладчику в банк, да, независимо от того, какая сумма. Окей. Меня часто спрашивают вопрос, какой процент по вкладам в Объединенных Арабских Эмиратах в среднем? В среднем процент по вкладам от 3 до 4%. Okay. Всегда нужно помнить, что чем хуже ситуация в мире, тем выше, да, ставки. Чем лучше ситуация, тем они понижаются. Вот на сегодняшний день это от 3 до 4%. Но также в Эмиратах есть такая история. Не все банки об этом говорят, но если уже углубляться, да, в тему инвестиций, можно также делать вклады в странах Персидского залива. Вы остаетесь клиентом вашего банка, обращаетесь к инвестиционному консультанту, и он вам предоставляет возможности вкладываться также в банки в других странах. Там немного выше, скажем, на сегодняшний день до 5%. Бахрейн, например. Да, Бахрейн, Саудовская Аравия, все эти страны участвуют в этой программе. Ну, я потому что думаю, что в Бахрейне, скорее всего, ставка выше, действительно. Окей, да, тут на самом деле возникает дилемма, я открою, даже не тайну, часто с моими клиентами мы рассматриваем возможные, да, инструменты инвестиций, да, поскольку здесь стабильная экономика, растущий ВВП и валюта, привязанная, по сути, к доллару. Мы рассматриваем разные типы инвестиций, и порой на самом деле оказывается, что если просто деньги положить на депозит в банке, это гораздо сохраннее и выгоднее, чем, например, купить какую-нибудь вторичку в каком-нибудь посредственном районе. Хотя на самом деле, часто очень коллеги из real estate, они вот пушат на приобретение вторички, вот приобретите здесь сейчас объект, сдавайте его в аренду, но, как правило, это приводит к мизерным просто ставкам, процентам, что при этом еще это риски определенные, да, что аренда может скорректироваться, да, мы все надеемся и мы видим, да, динамику вверх, но на самом деле возможна и коррекция, надо смотреть на это реально, да, при этом таким образом инвестиционные продукты в банках порой являются не менее интересным финансовым продуктом для того, чтобы припарковать здесь свои доллары, да, или дирхамы. Да, верно. Хорошо, отлично. 3-4% депозит выглядит весьма солидно, учитывая, что это привязано к доллару. На мой взгляд, это перебивает некоторые инвестиции в недвижимость в этой стране. От чего зависит? Почему 3, почему 4, почему не 3,5, не 2? Как этот диапазон сформировался? Во-первых, нужно учитывать, какой тип счета, да, у клиента. У нас есть 3 варианта открытия счета, у нас есть 3 вида счета. Это retail, priority и private banking. Retail — это обычный счет, который открывается посредством визита отделения банка, да, это самый базовый счет. Есть priority и есть private banking, более высокие категории счетов, где подразумевается, что за клиентом будет закреплен менеджер в банке, который будет им помогать по всем вопросам. Да? Допустим, ты ожидаешь большое поступление, либо наоборот тебе нужно отправить большую сумму в другой валюте, и уже менеджер поможет тебе договориться с банком о получении более выгодного курса.
да, внутрибанковского курса. Соответственно, с вкладами та же история. Обращаясь к своему менеджеру, можно договориться о более высокой ставке. То есть, если вы являетесь ценным клиентом для банка, банк уже пойдет вам навстречу и повысит ставку, да. В чем является ценность? Это в остатках на счетах. Если вы являетесь priority клиентом, то нужно поддерживать на счету минимум 500 тысяч дирхам. Это не фиксированная сумма, она может опускаться, подниматься, да, но, грубо говоря, на начало, на конец месяца это должно быть 500 тысяч дирхам, чтобы поддерживать статус priority клиента. Когда мы говорим о private банкинге, там от $1 миллиона до $5 миллионов. Это очень такой большой, да, разрез, но минимум это от $1 миллиона, минимальный остаток на счету на начало и на конец месяца. Еще одна хайповая тема. Готова? Да. Раскрытие информации. Многие паркуют здесь деньги, просто паркуют, да, потому что принято считать, что здесь деньги находятся в безопасности, и информация о наличии здесь денег на счетах или денег, вложенных в недвижимость, эта информация не раскрывается. Так ли это? Да, это так. Ваши деньги находятся в абсолютной безопасности в ОАЭ. Информация не раскрывается о наличии счета, о наличии бизнеса, недвижимости не раскрывается другим странам. Единственное исключение — это если вовлечен Интерпол. То есть это является уже каким-то очень серьезным нарушением на мировом уровне. Если Интерпол вовлечен, тогда они имеют право запросить через суд у банка информацию. Во всех других случаях это никак не раскрывается. Если вам нравится такой обзор подробный и с использованием даже Интерпола, ставьте лайк к этому видео, вот, а мы идем дальше. Но это чаще всего заблуждение, когда люди утверждают, что банки теперь обязательно раскрывают информацию. Смотри, ситуация такова, что во многих странах в мире ты, как гражданин этой страны, обязан предоставлять информацию налоговой службе своей страны о владении бизнеса, счетом, недвижимостью в других странах, да? Но это уже на твое усмотрение. Ты законопослушный гражданин, либо нет. Эмираты со своей стороны не раскрывают информацию, да, о владении счета, если мы говорим о счете, другим странам. Но уже со стороны клиента, если он считает нужным в своей стране это декларировать, это на его усмотрение. Да, у меня есть один из таких кейсов, когда мой клиент, зарабатывая здесь деньги, имея недвижимость и зарабатывая деньги от аренды, вот, ну, находится в такой дилемме, да, то есть декларировать этот доход у себя в стране, а там налоговая инспекция обязывает это делать или нет. Соответственно, если он декларирует, то он в своей стране, ну и в частности в России, да, он должен заплатить соответствующий налог. Но если он это не сделает, то, ну, предполагаю, с практически 100% кейсом, если только в Интерпол на него не заявят, да. Ты знаешь, есть что-то немножечко страшнее, чем Интерпол на сегодняшний день. Я бы сказала, это не профессионализм агентов и консультантов. Вот сегодня в эру очень распространенных хайповых историй, да, некоторые агенты, некоторые консультанты очень гордятся своими клиентами, да, и могут даже, невзирая на конфиденциальность, распространять информацию, что вот мой клиент знаменитый, не знаю, там, футболист, да, либо еще кто-то, политик. Вот в этом случае происходит утечка информации, а не через банк. Вот это вот важный момент. Нужно всегда уважать своего клиента, да, и ни в коем случае не хайповать на этом, кем являются ваши клиенты. Ну, на самом деле здесь тяжело с этим, конечно, совладать, потому что я знаю, да, нескольких агентов, которые мне на ушко нашептывали. Я думаю, что не только мне, о том, что вот у меня эта знаменитость купила, или тот. Недавно я встречался с одним французским агентом, он говорит, что у меня вот этот футболист сборной Франции купил. Вот, так что, да, ну, тут такое эго играет. Окей, хорошо, здорово. Давай, Полина, завершать это видео. У нас такой с тобой легкий small talk, легкий разговор произошел, несмотря на сложную тему. Но видео я хочу закончить сложной темой. Самый твой сложный кейс, связанный с открытием счета? Самый сложный кейс, он, к сожалению, еще продолжается. Это невозможность открытия счета, да, для одного клиента, но мы боремся до последнего.
И здесь важно учитывать то, что это не только наши какие-то попытки, да, нам очень важно кооперация с клиентом, да, насколько он открыт. Я всегда говорю, что очень важно быть открытым с банком изначально, да, если у вас есть бизнес в стране, и это не одна компания, допустим, 3 компании, нам нужно изначально показать все компании, а не одну, потому что рано или поздно банк, проверяя вашу историю, у банка есть доступ во все эти, у банка есть доступ ко всей информации. Если они увидят, что вы задекларировали одну компанию, а у вас их 3, уже будет какое-то недоверие, да, между банком. И вот что у нас случилось. Но там на самом деле двойная проблема. Во-первых, у клиента случился name-match. Name-match — это полное совпадение имени клиента с другим клиентом банка, которому ранее было отказано в открытии счета, либо счет был закрыт по каким-либо причинам. И банк, соответственно, уже налагает определенные ограничения на этого человека, даже если это другой паспорт, абсолютно другой человек. Но это все-таки является проблемой. И следующий момент. Клиент является владельцем бизнеса. И банк начал несколько глубоко копать, да, в его бизнес. Зарубежный бизнес. Да, зарубежный бизнес, запрашивать сопутствующие документы по некоторым транзакциям из выписки банковской компании, накладные инвойсы, договора с поставщиками. И клиент очень настороженно относится к этим запросам, не хочет открывать эту информацию, но, к сожалению, это необходимость. И у меня были кейсы удачные, когда такие же документы запрашивались, мы все предоставили, и был открыт счет удачно. В этом случае клиент немного закрыт, и мы здесь ничего не можем сделать, потому что такой запрос банка, и если мы не ответим на этот запрос, соответственно, это будет расценено банком как нежелание сотрудничать, и рано или поздно заявка будет отклонена. А если заявка отклоняется, мы не можем подать заявление на открытие счета в этот же банк в течение 6 месяцев. Окей, понятно. Ну и как ты думаешь, кейс этот завершится успешно? Я провожу сейчас переговоры с клиентом, объясняю, что важно быть максимально открытым. Эта информация, эти документы никуда не пойдут, ни конкурентам, ни третьим лицам. Это только между клиентом, мной и банком. Хорошо. Полиночка, спасибо тебе большое за сегодняшний диалог. Я много узнал, честно. Да, то есть я считал себя таким небольшим специалистом в банковской сфере, но некоторые факты для меня были полезные. Надеюсь, тебе было тоже классно. Благодарю за приглашение, всегда рада. Да. Ребят, на этом канале я раскрываю достаточно широкий спектр возможностей, которые предоставляет рынок Объединенных Арабских Эмиратов, экономика, которая является самой быстрорастущей во всем мире. И, естественно, сегодня мы затронули такую важную тему, как банковская сфера, которая является большим таким пирогом, частью пирога ВВП этой страны. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Если это действительно так, то ставьте лайк. Новые видео, появляющиеся на канале, появятся у вас в уведомлениях, если вы нажмете на кнопку колокольчик и подпишитесь на этот канал. В качестве постскриптума мы с Полиной, завершив это видео, на самом деле затронули крутейшую тему, на мой взгляд, о том, что в целом рынок, как недвижимости, так и финансовый рынок, он сильно последние несколько месяцев изменился. И изменился он в связи с новыми регуляциями рынка, и в частности с тем, что все меньше и меньше возникает расчетов в наличных. И если раньше недвижимость была тем активом, тем продуктом, который был оплачен наличкой после получения документов на недвижимость, клиент получал возможность открыть счета как инвестор и, соответственно, открывал банковский счет для того, чтобы уже обелить все, да, то сейчас картина сворачивается ровно на 180 градусов, да? Теперь сценарий поменяется, да? Теперь нужно найти варианты получения резидентства, открытие счета, завода туда средств и уже потом приобретение недвижимости. И я могу сказать, что рынок меняется, да, правила меняются, и они будут меняться, потому что Центральный банк Эмиратов борется за прозрачность всех транзакций, в том числе и в сфере недвижимости. Поэтому на сегодняшний день есть 2 варианта, да, оплаты недвижимости. Если сумма превышает 55 тысяч дирхам, то есть наличными можно оплатить до
55 тысяч дирхам. Все, что свыше, это должен быть банковский перевод, либо менеджер-чек. У нас здесь два варианта. Либо получение резидентства, открытие счета и уже оплаты со своего счета, либо обращение к третьим лицам для получения менеджер-чека. Ну а для того, чтобы открыть счет и получить резидентство, насколько мы сегодня поняли, это теперь краеугольный камень. Вы можете мне писать в личные сообщения, и мы предоставим вам консультацию. Еще раз пока. Еще раз спасибо, Полина. Пока. Пока.